Такие патроны в плен не брали, а тут же на месте расстреляли. Здесь что-то есть. Местные жители рассказывали много очень вещей интересных, даже связанных с мистикой, что какие-то голоса, цепи звенят. Вот здесь примерно в этом месте находился когда-то склеп захоронения, где-то 18-19 век. Hello guys! Welcome to another episode of Way to Armistice, where we discover World War I Eastern Front locations what took place in my country from year 1915 to 1918. Also, we are discovering things related to a metal detector search, local history, mysticism, nature and many other things what we are showing in a hiking and expedition formats. In this episode we are going to a forest to search for some historical artifacts what left after World War I. But before that we will take you to a few atmospheric historical locations you will fall in love with. We personally do adore these locations. Stay with us guys, as it will be very interesting today, and don't forget to subscribe our channel if you are first time here or for some reasons you haven't done it yet. Don't forget to put your like and any comment please. 3, 2, 1, let's run our show. Сейчас мы находимся в Египет, Лютеранская кирха. И здесь в 16 веке, 17 уже происходили всякие события. И 1812 год здесь шли войска Наполеона на Даугавпилс, на Динабург тогда. То здесь находились французские войска Наполеона. И здесь находились конница, конюшня. Здесь были армейские казармы наполеоновские, а уже в следующую войну, 1915 год, здесь находились немецкие войска, части. И вот здесь было попадание российского снаряда. И вот здесь мы видим такую башенку. Здесь когда-то был колокол, был немецкий наблюдательный пункт, были немецкие корректировщики, управляли артиллерией, но он был сбит российскими пушками.
Золотой Кирхи. Мы находимся на месте, где были похоронены немецкие солдаты, бойцы. Это еще одно из таких кладбищ немецких, о чем мы рассказывали вам в предыдущей серии. Но оно небольшое тут. И здесь мы видим на этом кладбище такой памятник бетонный. Здесь похоронен неизвестный русский солдат, возможно, не один. Немцы тогда уважали еще в ту войну и хоронили бойцов как своих. Вот здесь примерно в этом месте находился когда-то склеп захоронения, где-то 18-19 век. Ну вот, Первая мировая война, немцы здесь поставили свои окопы, сделали, выкопали. Сейчас этого уже ничего не осталось. Где мы находимся, здесь был небольшой немецкий городок. Есть у нас даже фото с тех лет, 15-й год, когда немцы пришли из Зарясая, Новоалександровска. И здесь они остановились, здесь были их позиции, и минами их остановили. Ну вот этот блиндаж, он похоже, что он офицерский. Есть очень интересные рассказы о нем в самом блиндаже. Сейчас он закрытый. Был вход еще дальше. И как говорят, что был подземный ход. Он выходил, где мы только что снимали кирху лютеранскую. И там местные жители рассказывали много очень вещей интересных, даже связанных с мистикой, что какие-то голоса, цепи звенят. Очень много интересного. Даже это было написано латвийская газета, журнал Latvijas Vēstnesis.
1930 года, плюс-минус. Guys, according to legends of the local people, there was a secret underground passage under church, but it's only a legend. Как местные жители сюда пришли, услышали звон цепей, голоса, они туда выстрелили с какой-то винтовки. Это все закончилось. Ну и плюс к этому еще рассказывают, здесь был найдена была сабля немецкая и пистолет CS-96 Маузер. Это все было здесь. Но вот после этого случая, когда начались всякие такие мистические вещи, да, это все уже даже при Советском Союзе забетонировали, чтобы никто туда не попадал. Но на данный момент у нас создается музей, и поставили двери, окна, его немножко восстановили, там поставили печь, поставили небольшую мебель, сделали, как было в ту войну, из березовых суков, жерезей. В данный момент он сейчас закрыт. В какой-то из серии частей мы обязательно это вам покажем и расскажем. А вот то, что вы видите дальше внизу, это здесь было где-то около 20 немецких блиндажей. Здесь что-то есть. Что-то есть. Сейчас попробуем выкопать и увидим. Вот сейчас был первый сигнал. И то, что мы нашли, это банка от немецкой тушенки, консервы. Даже есть кое-где краска, но тоже не восстановить. Будем сейчас дальше искать и покажем. Копаем, пробуем. Guys, because of the circumstances we couldn't keep searching for artifacts. Unfortunately, we need to change location, but stay with us as we are not finished yet. Нам осталось пройти метров 100
и будут немецкие позиции. А вот здесь когда-то были советские фермы. Телята, коровы, свиньи. Сейчас мы дошли до леса, и вот здесь именно была граница, где столкнулись немецкие войска в 15 году с российскими. И вот это болотце, это граница, вот там были немцы, а вот здесь уже российские солдаты. Basically, guys, we just entered inside the forest, and as usually we have to pay for our visit in here. So we're gonna leave some coins, we're gonna leave some treats. Raman gonna put a little bit of alcohol, and hopefully we'll get more luck, we'll be more successful today. And yeah, this is it. Let's go, let's carry on. Ну и обычно мы, чтобы были находки, делаем так. Вот я то сейчас положил вкусняшки, печеньки, колбаски, копеечки, монеты. Я немножко добавил коктейля, чтобы задобрить земляного деда. Есть такое поверье, что он тогда помогает с находками. Вот сейчас нами найден данный патрон. Это от винтовки Лебеля, конец 19 века. Использовался российской армией. И самое интересное, что он использовался еще где-то в середине 20 века. Даже война, когда была США-Вьетнам, вьетнамцы использовали вот такие вот патроны и винтовки. And yeah, guys, we just left some coins. We left cookies, we left some meat, Raymond poured some alcohol. Basically, we paid for our visit in forest. And I really hope the forest spirit gonna accept our treats, our payment, and he gonna give us some treasures today, guys. So guys, I'm very excited today, and hopefully our visit in forest will be very, very successful today. Please stay with us, subscribe this channel, put your likes and leave any comments, anything you like. So this is it, guys, let's carry on, stay with us. Guys, actually we are suffering from first difficulties on our way to treasure hunting, and we need to cross this flood over here. Snow is melting and leaving floods like this, but nothing can stop us on our way to treasure hunting. Okay. Ooh. Hopefully I won't get wet. Oh. Oops. The ice is crunching. Ой-ой-ой. Дальше не знаю, как мы пройдем. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements.
yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. Whew, guys, no one said it's gonna be very easy, but you know what? We did that. I'm sweating as hell. But we crossed that flood. Luckily, some local people been preparing the firewood, so we used that to build a bridge. Basically, we could cross the flood without getting wet. And thank you very much for those people. This was very, very helpful for us. Thanks again, guys. For any inconveniences, we really apologize to those people. Thank you very much, and sorry. Whew, guys, stay with us. Whew, very hot. For me, it's not a problem. You saw everything yourself. Ryman has some health issues. He got problems with his leg, but he done very well. I think he deserves your like and your comment, guys, and your subscription. Whew, we're gonna have 5 minutes rest, and finally we're going for treasure hunting. Расскажи, как был переход? Переход был немножко сложноват, потому что болит нога, но с помощью Атоя помог, сделали такую переправу и перешли через такое болото. Мы команда. We are the team. Да, мы команда. So guys, stay with us. Скажи, что ты там нашел, расскажи. Ну, сейчас мы поймали сигнал, латунь. Это была гильза от винтовки Мосина. Капсуль уже пробитый. Идем дальше? Да, идем дальше, посмотрим, что еще найдем. Сказать, что это есть, но мне кажется, что это какой-то или детонатор, или что-то похоже на это. Ну, имеется в виду взрыватель. Да, здесь вот есть в середине. Ну, сейчас у меня, если пальцы не отлетят, это, скорее всего, от российской гранаты. Где-то образца
до 2014 года. Мне так кажется. Ну, будем смотреть потом и спрашивать. Ну, сейчас у нас опять был сигнал. Мы находимся около российских окопов, блиндажей. Что-то пищит. Да. Это тоже от винтовки Мосина. Но здесь настолько плохая почва, что сами видите, гильзы наполовину сгнившие. Тоже было выстрелено. Ну вот здесь вся земля усеяна в железе военном. Осколки, гильзы. И очень сложно. Сигналов много, но копать сложно. Опять мы увидим сплющенную гильзу от российской винтовки Мосина. Вот здесь был интересный сигнал. Это, возможно, была часть какой-то солдатской амуниции, пуговица, а возможно, какая-то монета. Но она вылетела, сейчас ее мы походу не найдем уже. Вот сейчас был сигнал, показал интересный сигнал, но это всего лишь остаток от ящика от русских патронов для винтовки Мосина, и возможно было осколками, вот видно даже побитый. Часто на них бывают интересные надписи. Обычно это Тульский завод или что-то еще похожее. В коллекцию или нет? Ну, я думаю, возьму, почищу, и где-то можно будет поставить наш музейчик. Ну вот сейчас около окопа тоже найдена опять еще одна гильза от винтовки Мосина. Ну вот и здесь неподалеку, метров 50 от нас, была такая площадка. Похоже, здесь была российская такая мастерская. И вот у таких, то, что мы сейчас находим, да, вот кончик пули откусывали ножницами. При попадании в человека эта пуля могла попасть в ногу, а выйти где-то в плече или... Это называлось Дум-Дум. Угу. И вон там было где-то метров 5 на 5 мастерская. На данный момент, мне кажется, технология запрещена в мире, правильно? Да, она всюду запрещена. И тогда было это запрещено. И за такие патроны, если попадали в плен или что-то находили у солдат, в плен не брали, а тут же на месте расстреливали. Еще одна, да? Вот мы нашли еще одну гильзу, но она уже в таком нормальном идеальном состоянии. И если ее почистить, можно будет даже завод, год изготовления увидеть. Но надо ее сейчас будет чистить.
Ой. Guys, this is it for today's video. Hopefully you enjoyed every second of it. Unfortunately, we didn't find any great treasures or artifacts today, but we gathered great emotions, we spent great time and we did great footage to share with you all, guys. This is something more than material things, this is our treasures and we definitely found them today. So, I'm saying see ya all, and I'm giving floor to Ramos as he wants to say goodbye himself to you all. Всем привет, с вами Траймонд. Сегодня мы ходили по классным историческим нашим интересным местам по нашей местности. И надеюсь, вам это понравилось. И действительно, эти места очень значимы для нашей истории. Мы вам рассказали только очень маленькую часть, то, что происходило в Египте. И на самом деле история этого места намного богаче. Также мы были сегодня в лесу с металлоискателем. Но находок было очень мало, но мы не отчаиваемся. И от этого похода мы получили много эмоций, и это и есть наше богатство. И оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте свои лайки, комментарии, возможно, какие-то пожелания. С вами был Траймонд и Артур. До встречи, всем пока.